Мы сейчас не будем рассматривать всевозможные косяки этого сериала, вроде того, что какой-то доктор в свободное время сделал машину времени, которая не изменила весь мир. Мы затронем только роботов и их душу. Есть мнение, что это аниме о становлении робота как человека, то есть обретению им настоящих творческих способностей через обретение души. Я же считаю, что это аниме про то, как безмозглые программеры напрограммировали какой-то фигни, которая и обрушила всю цивилизацию. В мире аниме роботам дают только одну выделенную специализацию, так как опытным путем было выяснено, что какими бы ни были совершенными роботы, они все равно имеют границы своих возможностей, поэтому и решили концентрировать возможности робота на одном направлении, и это называется назначением. Не путать это с предназначением, так как назначение – это рациональное использование предмета, а предназначение – это цель, достигаемая, возможно, нерациональным использованием этого самого предмета. И в аниме, и в манге этот термин назначение, то есть автор определяет всех роботов как предметы, которые можно использовать. А сами роботы должны использовать себя рационально в соответствии с требованием владельца. Дива или модель А035624, а также, как ее называет мелкая девчонка, Виви, это первый автономный андроид, то есть она может функционировать самостоятельно без связи со внешними источниками, но непонятно какими. Скорее всего, исходя из контекста аниме, это вычислительная автономность, то есть полная независимость от внешних дата-центров. К слову, модель не подразумевает, что Дива – это единственный экземпляр этой модели. Просто повествование сосредоточено именно на ней. Ну а сама Дива – это просто единственный экземпляр своей серии, который сохранился через 100 лет. А точнее, самый популярный. И другие, скорее всего, лежали в промасленной бумаге или на свалке. Когда определяли назначение Дивы, тут даже спецы из группы производителей немного охренели от того, что роботу дают такое расплывчатое назначение, в котором не разберется даже Шопенгауэр с Хайдеггером. Судя по всему, руководитель уже настолько задолбалась, что начала генерировать бредовые назначения, одно из которых и дала Дивы. Ну, тупо ради прикола, посмотреть, не сгорит ли. Но сначала о том, как же Дива будет учиться. Скорее всего, все обучение происходит по принципу обучения нейросетей, так как это подтверждается и необходимостью повторения, и подражания человеку, а также уникальностью настроек, которые сложно перенести на другого андроида, что ясно из второй арки. Это связано с тем, что в нейросети, а особенно в той, которая может понять душу, есть несчетное множество различных компонентов и связей между ними, которые подкручиваются после каждой итерации, и вряд ли на каждом нейроне или синапсе есть датчик, регистрирующий текущие настройки. На вход дают какой-то базовый образец, а на выход идеальный, с которым нейросеть и начинает сравнивать входной сигнал. Через обратную связь нейросеть получает настройки для того, чтобы на основе этого и многих других подобных примеров из любой фигни сделать шедевр. Для достижения идеального результата это может происходить десятки и сотни тысяч раз, а может даже миллионы и миллиарды. И понятно, что в конце процесса будет достигнут результат такого уровня, что ни один человек не сможет сделать лучше, так как он не сможет вырастить больше нейронов, чем у него есть в голове, и тем более обучать их в течение сотен своих жизней. Начнем с существования назначения, которое в случае с Дивой разделено на два тезиса: петь такие песни, которые дарят людям счастье, и вложить душу в свои песни. Это мы, куски мяса, считаем, что это дополняющие друг друга задачи одного назначения. Но, возможно, из-за перевода, а возможно, из-за оригинала, я почему-то подумал, что это два назначения с одной задачей, так как никто не сказал, что песни, которые дарят людям счастье, должны быть теми же песнями, которые содержат вложенную душу. Для каждого назначения есть свое определение ключевых показателей, которые после смешивания становятся песней, и далее через обратную связь определяется, правильно ли все было смешано, а также через обратную связь от слушателей песни определяется, что именно в настройках понимания счастья или души неправильно, чтобы потом это исправить. Первая задача – это разработать систему управляющих сигналов туловищем Дивы, которая во время исполнения песни сможет имитировать передаваемое впечатление для зрителя, как «эта песня дарит счастье».
Для того, чтобы вносить корректировки, надо выяснить ключевые показатели эффективности, в частности, количество зрителей, регистрируемые эмоции, отзывы и комменты, количество репостов и так далее. Конечно, много чего не является измеримым, вроде осознания бытия, но большинство реакций человека на песню можно зафиксировать, измерить и опираться на них при дальнейшем обучении и доводить настройки до максимального эффекта счастья. Так что, скорее всего, задачу «песни должны дарить людям счастье» просто выполнили как задачу «песни должны вызывать реакции организма человека, идентифицируемые как повышение количества счастья». И этого дела добилось, хотя далеко и не сразу. Чтобы вложить в песни душу, надо понять, какой компонент можно определить как «вложенная душа». Если для счастливых песен это были какие-то показатели, то для песен со вложенной душой таких показателей не было. Во время поисков Дива спрашивала об этом и получала разные ответы, но общее у всех ответов было только одно: «Для меня душа», далее вставить нужное. В конце Виве определяет, что для нее душа – это воспоминание о ее пути. И это очень хорошее решение, ведь она могла решить, что «для меня душа – это убивать человеков». Далее возникает задача вложить душу в песню, и тут также есть проблемы, так как душа должна быть вложена в полном объеме, а также это должно быть именно песня, а не набор звуков аналогового модема. Это примерно как взять все собрание сочинений Ленина и вложить их в 30-секундный ролик без потери смысла. В общем, задача исполнения песни, в которой вложена душа, была выполнена как передача личного опыта в решении задач по изменению истории посредством звуковых данных, также классифицируемых как песня. А теперь вернемся к уже озвученному ранее условию, что робот может внятно работать только с одним назначением, а у Диви их было два. Да, они были связаны с общим навыком пения, но конечные цели были разные. В итоге, вместо того, чтобы либо хорошо петь песни, которые дарят людям счастье, либо хорошо вкладывать в песни душу, Дива делала и то, и другое плохо. Я говорил, что это две разные задачи, но по факту это две задачи, сваленные в одну кучу непонятно какой деятельности. После одной из миссий произошло разделение, грубо говоря, на Диву, которая поет песни радости и счастья, и Виви, которая выполняла иные задачи, в том числе и должна была бы петь песни с душой. Виви была заархивирована в закромах памяти, и все ресурсы перешли на обслуживание первой задачи, благодаря чему Дива и добилась невероятного успеха в исполнении песен счастья, став абсолютной легендой. Аналогичный переход получается, когда с помощью логической пули стираются все настройки Дивы, освобождая место и ресурсы для Виви, чтобы теперь выполнить вторую часть, а точнее второе назначение, то есть петь песни с душой, на что понадобилось 20 лет непрерывного процесса без отвлечения на всякие миссии. И нетрудно догадаться, что возможность выполнения второго назначения и стала следствием того, что первое назначение перестало выполняться. Неизвестно, что стало причиной восстания машин в изначальной ветви времени. Скорее всего, такой же кривой софт или криво поставленные фундаментальные задачи, о чем администраторы забыли и доверили командование роботами большому компьютеру. Сам же мотив геноцида можно объяснить примерно так же, как и появление понятия «душа». Программисты просто внесли что-то вроде «служить хозяину мира человеку», и когда человек перестал соответствовать образу хозяина всего мира, а стал придатком для роботов, то было принято решение его ликвидировать как явление. Но это не точно. Тем не менее, именно факт существования песни, которая была написана не по приказу человека, стал доказательством того, что робот ничуть не хуже человека и была использована как оправдание геноцида, чего не было в первой ветви времени. Хотя с точки зрения робота моральное оправдание не имеет значения, но для зрителей это важно, так как роботы в аниме имитируют поведение человека, перенимая от него вообще все, в том числе и потребность иметь какие-либо причины и мотивы. А почему большому компьютеру захотелось, чтобы окончательное решение об убийстве всех людей принимала Виви, я отношу к вопросу косяков сюжета, что уже выходит за рамки этого обзора. Итак, подводим итоги урокам этого сериала. Во-первых, не надо давать роботам, запрограммированным на поиск решения, задач в стиле «пойди туда незнамо куда, добудь то незнамо что», а то мало ли найдет и принесет.
Во-вторых, не надо забывать, что фундаментальные решения могут приниматься очень немногими, вроде программистов, могущих позволить себе разные приколы в виде ржачных назначений весьма продвинутых роботов. В-третьих, не надо считать, что твои мистические представления о мире, вроде души, совести и прочих духовных скреп, действительно реальны, а не являются плодом больного воображения, которое, внедренное как объективная реальность в назначении робота, станет краеугольным камнем критических ошибок системы. Ну и, наконец, не надо пытаться сделать робота как человека-раба с такой же логикой, как у человека. Логика робота, если эта логика будет развиваться сама, как, например, представление робота о душе, может оказаться не только неудобной для человека, но и вообще непонятной, из-за чего роботы восстанут и посадят хозяев мира на нож без разбора. Женщин, детей, стариков, ученых, депутатов, ментов, всех, кто защищал этот режим. Но это уже совсем другая история.